Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем, значит, играть в Vampire Survival. Я тут за кадром чуть-чуть, буквально капелюшечку решил денежек подфармить, чтобы, ну, чуть-чуть подпрокачаться там туда-сюда, да. Вот, и случайно, как бы, совершенно того не хотя, а может и хотя, открыл, сколько? Троих новых персонажей. И также у нас открылось... Так, мы хотели поиграть за Крочу, собственно, дойдемте за него и поиграем, посмотрим. Открылся вот последний, Stage 5, бонусный, которых не существует. Приезжайте отдыхать и наслаждаться жизнью. Но уважайте природу, увидимся в деревне. Да, вот, собственно, где эта деревня, непонятно. Как уважать природу, когда она пытается тебя сожрать, тоже не очень ясно. Если... А ну-ка. Что мы хотим? Ну, давай вот это вот. Если мы открываем карту, нам ничего не показывает. Нажимаем показать пути. Опять же пусто. А что делать, как же быть в такой тяжелой ситуации, тоже непонятно. Но эти цветы... Эти цветочки явно наносят меньше урона, чем, ну, как бы, обычные мобы. По ощущениям, по крайней мере, точно. Вот. Поэтому мы что с тобой сделаем? Мы пойдем искать эту самую деревню. Вдруг мы ее найдем. Будет любопытно. А не найдем, ну, как бы, и ладно. Также открылся какой-то черный попугай. Черный этот эбонитовый голубь. И что-то там было такое интересное. Говорилось о том, что типа попугая этого черного, если скрестить с белым голубем, то можно, собственно, попугая и получить. И вот мы, собственно, с вами как бы к этому и будем сейчас стремиться. Я думаю, что удача никогда не повредит. Так, ломай. Отлично. Предлагаю просто ходить от урны к урне и собирать, что там будет, чего не будет. И вот это вот все. Так, тем временем, Кроче у нас имеет дополнительную жизнь. И если бы найти на этой чудесной карте какую-нибудь интересную вещь, наподобие препятствия, какого угодно препятствия на самом деле, хо-хо. Вот, я бы от любого не отказался. Давайте просто, да, будем идти в эту сторону в надежде найти эту чертову деревню. Надеюсь, карта не зациклена, потому что тогда это будет печально. Ну так вот, у нас есть шансы неплохие, наверное, пережить смерть. Если мы найдем сейчас что? Если мы найдем сейчас, во-первых, этот самый, как его, вот тот вот самый, пустой том, чтобы уменьшать эти самые, да, кулдауны, что я вообще потерялся. Ну, вы понимаете меня, и это главное. Вот, и тогда мы ее сможем замораживать нашим копьем времени. Значит, тогда мы ее сможем игнорировать часть наносимого ею урона по нам, нашим чудесным. По-моему, я круг сделал. Но это не точно.
Давайте по карте я не двигаюсь. Хотя, может быть, и двигаюсь, просто нету объектов и непонятно относительно чего это движение как бы определять. Да? Так вот. И за всем этим с Лавром мы можем пережить ее удар с продлением действия вот этим заклинателем и пустым томом на уменьшение кулдауна. Мы сможем ее как бы говорить ей, что она не очень, вот он и пустой том подъехал, собственно. Сможем говорить ей, что она не очень хороший человек, и замораживать ее. И держать ее просто в заморозке, в теории. Но это, опять же, очень, ну, такое. Как бы непонятно, будет ли это работать на нее в принципе. Хотя, я тут почитал на днях гайды о том, как лучше всего там вот это вот пройти смерть. И там как раз таки говорится о том, что, ну, ее нужно замораживать, причем как можно лучше. И в идеале, конечно же, найти какое-нибудь препятствие, в которое она упрется лицом и будет стоять в нем. Что мне подсказывает, что нету на этой карте препятствий. Тут есть только лес и все. Если тут нету препятствий, окромя вот этого вот леса, то это очень грустно, потому что на 30-й минуте придет смерть и убьет нас. Очень какая-то непонятная на самом деле эта бонусная карта. То есть, по сути, куча цветочков, что делать, непонятно, зачем она нужна, непонятно. В ней как-то очень мало интересностей, что ли, не знаю, ну вот как-то вот с прошлыми, да, картами, там враги постоянно наступают, есть какие-то изменения ландшафта, постоянно ищешь пути обхода, постоянно ищешь способы этого применения, собственно, этого самого ландшафта, да. А тут как бы, ну, есть ландшафт, все. Типа ландшафта нету, есть просто мобы и все, собственно. И, собственно, все. Так, ну, я думаю, что докачаем уже на максимум этот. И дальше будем целиться в прокачку кольца, чтобы делать все красиво. Кольца, копья. Вот, чтобы делать все красиво, чтобы нам выжить. Хочется понаходить. Ага, вот, собственно, об этом я и говорил. Понаходить лампы для того, чтобы налутать с них кучу всяких интересных штук. Но лампы и сами нас неплохо находят. Просто курочки лежат повсюду. Так. Уменьшаем кулдауны. И просто следим за нашим копьем. Как бы в теории вообще, да. Я не говорю, что это прям вот стратегия наша, и она сработает. Но в теории мы можем сделать так, чтобы она не выходила из заморозки в принципе. Эта штука ледяная стреляет всегда по кругу. Значит, да. По стрелочке. По стрелочке, по часовой. Всегда по часовой стрелочке стреляет. И мы как бы сможем чисто теоретически, если длительность заморозки, да, проверить никак нельзя, да. Ну вот, смотрим на елочку. Да, мы можем держать уже вечные заморозки. А другой вопрос как бы в том, как это работает на ней, почему. Потому что, вдруг, ну, на ней сокращается длительность эффектов, и в таком случае это будет печально. Я вот просто не знаю, потому что, как бы, еще, ну, я с ней сталкивался, но всегда это означало, вы закончили стадию, мне следом писали, и все, как бы, я выходил из чата такой с словами, ну, как бы, да, получается, что прошел. Но нам же нужно ее убить, чтобы открыть персонажа смерть. Во-первых. А во-вторых, это просто интересно. Сложно ли ее убить вообще? Каково это? То есть, да, я говорю, чисто теоретически мы и тут можем справиться. Так.
лавр, вот эта вот лаврушка, я знаю, на последнем уровне прокачки будет иметь 2 заряда. То есть, она нас как бы не ваншотнет, когда прилетит. И у нас будет возможность, ну то есть она как бы сбивает нам лавр. И вот пока она, их 2, да, пока она будет сбивать второй, мы можем успеть принять правильную позицию. И начать ее просто замораживать. И дальше держать ее в заморозке все оставшееся время, просто наворачивая кругами, круги вокруг нее, и смотря как наши бумеранги бьют ее. Голубь, конечно, вряд ли будет ее бить. Хотя, если мы отойдем на достаточную дистанцию, я думаю, что и голубь будет ее тоже лупить неплохо. Вот. Если нам игра позволит, опять же. Потому что ведь может ведь и не позволить. Так, ну давайте вот как раз таки голубя немножечко прокачаем. Опять же, целимся в копье времени. Целимся в то, чтобы прокачать копье времени, чтобы все было хорошо. Потому что как только копье времени будет максимального уровня, это будет означать, что ну мы вот уже 100% сможем держать ее вечной заморозки. Опять же, том почти 5 уровня, вот эта штука 2, вот эту штуку бы еще понаходить на самом деле, и последний уровень тома. И тогда, ну просто все-то так, тогда она встанет и будет стоять. Опять же вопрос в том, а вообще одна ли она? Ну то есть, что если, допустим, я такой возьму, да, ее заморожу, буду вокруг нее плясать и пытаться ее убить, а в этот момент прилетит вторая, там, не знаю, и убьет меня. И вообще, как долго ее убивать, вот опять же тоже непонятно. То есть очень все неоднозначно с этими смертями, понимаете ли. Хочется какой-то конкретики, а конкретики нету. Я не хотел себе очень сильно спойлерить, как именно там ее убивают, что именно там происходит. Ну, просто для того, чтобы, да, так сказать, сохранить аутентичность непонимания ситуации, когда мы сами, собственно, до нее доберемся. Просто посмотрел, что она в принципе есть, в принципе с ней можно, да, как бы подраться, ее можно убить, и все. И на этом я, собственно, и закончил изучение этого вопроса. Какой-то... Я только что осознал, что что-то на этом уровне как-то нету боссов с сундучками. Никто не несет сундуки. Если вдруг я что-то не понимаю просто, да, в силу своей, так сказать, недальновидности. Вот стал вопрос. А дубликатор увеличит количество зарядов? Собственно, не знаю. Да, к слову, новый предмет дупликатор. У него всего 2 уровня прокачки. Но это да. Я на арке с ним баловался. С его встроенным понижением перезарядки пассивным, которая с уровнем увеличивается. Это очень круто сочетается. Потому что, по сути, получается, как бы матрачо на максималках. Ну, там плюс-минус. Да, там на 1 заряд как бы меньше, но с другой стороны. Давайте, я думаю, возьмем вот все-таки святую воду. Просто, чтобы было больше урона. Просто, когда эта подруга придет, помимо того, чтобы держать ее в контроле, нам нужно еще и наносить ей урон. И вроде как... Ага, сундук. Откуда он тут? Неожиданно. Очень даже неожиданно, я вам скажу. Очень даже. Собственно, мы заэволюционировали, получается, крест. Да? Да. Теперь это... А почему он один? Как-то очень грустно. Теперь один меч. Вот теперь я жалею о том, что не взял дупликатор. На самом-то деле. Канделябр. Размер атак на 10%. Слушай, ну это то есть, чтобы если на тот случай, если я как бы как имбецил дважды промахнусь,
чтобы у меня были шансы. Звучит прекрасно. Но я просто как бы трезво оцениваю свои шансы. И никто не отменял того, что можно как бы занервничать, просто завтыкать, получить там по лицу. Да, по факту, так сказать, по некомпетентности. Так, окей. Кстати, денег уже 700. Я не понимаю, откуда они у меня тут берутся. Потому что, как бы, сундучок всего один. Ну, вот с этих разве что, да, со светильников. Но мне кажется, что светильники не приносят прям настолько много. Да, валюта. Окей, слушай, если, допустим, мы просто... У меня реально просто ощущение, что мы бегаем в закольцованной локации. Что он прям циклично во все стороны. И что вот это вот все иллюзия вокруг нас. Так, главное, вот я бегаю, значит, да, продлевает эффект еще на 1 секунду. Прекрасно. Я бегаю, лицом ловлю все вот эти вот цветочки и не запариваюсь. Главное, к 30-й минуте, собственно, не ловить цветочки лицом больше. Блин, подожди, это 30 минут избивать цветочки? Да это же бред. Ну, типа... Не, я понимаю, ну, бонусный уровень, да, звучит как уровень, на котором можно там пофармить, приколы всякие. Но тут же прям как-то очень скучно фармятся приколы. Уровень прям, ну, такой себе. Типа прям очень, ну, такой себе. Если бы я знал, я бы просто вам сказал, что тут все как-то очень грустно, и сюда мы не пойдем. Но, опять же, возможно, я ошибаюсь, и тут где-то спрятаны какие-то секретные потаенные штуки. Может быть, та самая деревня, о которой шла речь, которая, собственно, позволит нам быть классным. Как-то... Опа! Красненькая. Красненькую подобрали. А откуда она? Прилетела откуда-то оттуда. А ну-ка. Да, хотелось постоять на месте, но, видимо, не придется. Нету стрелочки, да, сигнализирующей о сундуке. Значит, она... Слушай, ну, как бы цветочки начали нормально бить. Нормальный урон наносить. Мне уже... Что за деды? Вот это деревня? Или деды? Деды повсюду. А, деды, видимо, начали заменять деревья. Видимо, я не дошел до их деревни, и деревня пришла ко мне сама. А как это вот? Да, ну если бы мне сказали, куда идти, ребята, я бы дошел. Вы чё вы кипишуете? Чё за душка началась? Что тут устроили, тут, понимаешь ли? Понимаешь ли? Очень приятно, на самом деле, что разработчик постоянно что-то делает. К слову, мы-то, собственно, на экспериментальном билде находимся. На экспериментальном билде, на котором lag fixed было написано, что experimental lag fixed. Да. И как бы вот, ну, хочется верить в то, что их не будет. Но вообще, мне кажется, что вот этот уровень, на самом деле, он создавал просто, знаете, с целью проверить, работает ли это lag fixed, если он забросает просто весь экран весь экран какими-то мобами. Ну тут просто цветочек. Но что-то движутся. Ну хотя, в принципе, по сути-то что, у этих тоже анимация есть, да? Ровно как у тех, просто те перемещаются. Но на перемещение тоже обработка, да, ресурсы железа тратятся на обработку перемещения. Поэтому, опять же, вот хрен его знает. Действительно ли этот уровень нужен для того, чтобы, собственно, вот это вот все делать. Проверять. И оно просто прям такое, добавлю как, типа, 5-й стейдж. Просто для фарма чего-то. Ну, наверное, золото. Наверное, для фарма золота. 30 минут бегать тут как умалишенный собирать золото звучит. Так, в смысле не 30 минут? В смысле не 30? В смысле? Это что такое было?
Это что за беззаконие? А! Стой! А как это вообще быть? А почему она не... Да ну остановись. Во-первых, почему я вот вроде как бы ее замораживаю, а она не хочет замораживаться? Это во-первых. А во-вторых, она меня убила. Во-вторых, почему она пришла на 15-й минуте? И горшки еще какие-то спавнятся. А, стоп! Я же не умер. Где ты? Где ты, падла? Давай, замерзни. И не умирает же ведь. А! Их две! А вот этого я не ожидал. А, могу еще раз сожить. Не, ну а толку их теперь две. А какая была первая? Как определить, какая была первая? Не, ну это все, это смерть. А так получается, что дальше каждую минуту по одной еще сверху приходит? Ну, что-то жесть какая-то. Не, ну в принципе-то как бы неплохо, но все равно какая-то жесть. Так, усиление. Что мы можем? Что мы можем прокачать? Можем что-нибудь прокачать? А ведь можем, по идее, да, как бы, можем прокачать регенерацию, либо 5% урона. Я думаю, что 5% урона предпочтительнее, поэтому мы их прокачаем и идем дальше с вами смотреть, собственно, на кого? Кристина с пентаграммой. Не очень хочется на нее смотреть сейчас, оставим ее напоследок. Возьмем Ковала и пойдем в зеленые акры. Здоровье врагов плюс 50%. Прекрасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это устроит? Что у него за мячик? Я, как вы, собственно, понимаете, открыл этих персонажей и как-то особо на них не смотрел. Потому что, ну, хотелось поделиться с вами вот этими вот эмоциями, впечатлениями. О том, что, блин, это панда, которая мечом гранатой кидает. Почему меч граната? Кстати, вопрос. Этот... мяч ее как-нибудь прокачивается или нет? Давайте возьмем копье времени. Опять же, вроде как это что-то интересное. А, ну, это типа, она типа как кость матрача, да? Она также, да, отскакивает. Но оно как-то со временем замедляется, как будто, потому что кость матрача не замедлялась. И пассивка такая же. А в чем смысл? Ну, смысл, наверное, в том, что у нее эта штука взрывается. Окей. Как бы другое орудие, но персонаж-то по сути тот же. А зачем? Зачем она нужна? Это панда. Ну, это панда, ладно. Панда это прикольно. Так. Собственно, эти зеленые акры нас что-то пока что как-то не очень сильно удивляют чем-то новеньким. Потому что по сути... Ага! Я понял. Кажется, я понял, в чем прикол. Тут просто мобы со всех локаций тебя кошмарят. Вот как суки. Толпой в крысу на одного. Ну, в общем, да. Так, канделябр. Хочу ли я? Хочу. Потому что рунтрайсер хочется, чтобы бил много и больно по ним. И как, ну, как следствие, как бы перекрывал собой большую площадь. Ага, вишневая бомба. Звучит, конечно. Конечно, звучит. Размер на 25. О, кстати, вот, по поводу копья. Мы же можем на этом персонаже и проверить, а как это вообще, блин, работает. Будет ли, собственно, дупликатор работать с копьем. Ну, потому что, как бы, если будет работать пассивка, значит, дупликатор тоже будет работать. Продлевать эффекты хотим ли мы? Ну, да, хотим, потому что и рунтрайсер, и вот эта штука, это, как бы, да, у нас эффекты, по сути своей. А, слушай, я вот сейчас задумался. А ведь, ну, она, как бы, это...
ну, Панда и Матрачо существуют просто потому, что Матрачо, наверное, ну, лучший билд, да, как бы на Матрачо. Через продление, собственно, этих самых эффектов был бы. Ну, да. А на нее, наверное, просто через количество. То есть, вот как бы вот этот рунтрасер и копье для нее не лучшие предметы. А, допустим, какие-нибудь ножи и, допустим, что-нибудь, ну, типа молнии, это для нее прям отличный предмет. Хм. Не, ну, в принципе, наверное, для нее отличный любой предмет. Хо-хо, как-то приятненько получилось. Так, слушай, мы же можем, получается, засрать сейчас рунтрасерами весь экран. Просто вот весь экран будет в рунтрасерах. Топор, опять же. Ну да, мы, наверное, берем топор. Почему? Почему мы берем топор? Потому что, как бы, ну, на ней он будет хорошо работать, во-первых. Во-вторых, у нас уже есть канделябр. А канделябр, как вы помните, эволюционирует топор. Топор эволюционирует с помощью канделябра. А что было первым, что вторым, не важно. Главное, что вы поняли и мы поняли. Вот. И, смотри, короче, Geniusly Evil Plan, да? Топор, а у нас еще будет, если нам удастся эволюционировать топор в косы, то это вообще такая лють будет. Ну, по идее-то, по-хорошему. 50% шанс. Давайте возьмем 2 молнии. Я хочу сейчас выжать просто миллион импакта из кольца молний. Просто чтобы оно било вообще, мне кажется, всю карту. Просто чтобы вся карта накрывалась молниями постоянно. Так, окей. Не успел нас потрогать. Голубь! А нужен ли он мне? Как-то даже и не хочется его брать на самом деле. Ну типа зачем? То есть, как бы мы можем, безусловно, но типа зачем? Потому что мы не сможем сделать попуга. А хочется, если уж брать этого голубя, то хочется брать его в комбинации с черным вот этим голубем и сделать попугая. Потому что я не делал попугая. Мне сказали, что ты теперь можешь делать попугая, но попугая я не делал, и мне очень интересно. А как это вообще, блин, работает? У меня 3 мячика вылетают. Мне бы 20 уровень. Не, ну, по-хорошему еще 60-й, конечно. Но хотя бы 20-й получить. И у меня будет вылетать 4 мячика. 3 рунтрейсера, да, получается. 3 топора. И было бы вообще, конечно, красиво. Но это все, блин, мечты. Так, давайте поищем курицу немножечко. Целенаправленно походим по этим, поищем курочку. Потому что что-то я понахватался по лицу, больно, неприятно. Так. Вот что из этого я бы хотел? Возможно, я бы хотел огненный жезл. Потому что я тут на досуге эволюционировал его. Он превращается в череп, снаряды которого летят сквозь все и наносят какой-то просто бешеный урон. Ну там типа по 100 с копейками. Возможно, типа не прям бешеный, но очень даже. Не знаю. Пока что оставим последний слот. Просто понаблюдаем. Так, у них тут здоровье на 50% больше. То есть из этих вот элитников убить мне будет очень сложно. 2 боссов. Сказал и тут же убил первого. Ой-ой-ой. Как неожиданно и неприятно. Давайте сразу, значит, сделаем вот это вот. Что хотел? Ну, да. Собственно, хотелось бы что? Хотелось бы хоть что-нибудь. Потому что что-то как-то очень вяло тут идет нам уровень. Очень не хотят выпадать плюс ко всему курочки.
В начале, по-моему, их падало прям прилично, а сейчас они что-то начали нас игнорировать, скажем так. Мне это не нравится. Я против подобных приколов. Я люблю, когда я жив. Так, ну давайте просто больше проджектайлов. Пока что играем количеством. Наверное, не качеством, просто количеством. Хотя, ну, по-хорошему, наверное, учитывая то, что тут у всех мобов плюс 50% к здоровью, вообще хотелось бы, наверное, играть через качество больше, чтобы больше урона было. Но персонаж-то, вы не понимаете, просто персонаж такой. Не я такой, жизнь такая. Она научит всему, что нужно, что не нужно. Под эту приятную музыку, да, как бы. Денеж. Ля, какой лютый взрыв был, к слову-то. Оно так прям взрывается, прям приятным АОЕ. По-моему, оно увеличилось, кстати. Ну, вообще, справедливо, конечно, мы же качаем канделябр. Возможно, еще, кстати, радиус взрыва увеличивается при прокачке. О, курочка. А вот она, собственно, а вот они... Мои родненькие, мои ж вы золотые курочки. Мыша летучая. Ой-ой-ой. Летучие мыши. Слушай, ну это же, во-первых, у меня нет чеснока, чтобы делать грязную грязь. Во-вторых, это же не те самые летучие мыши, которые, ну, как бы классные, классические. Назовем их просто классическими. Потому что 50% здоровья чеснок их не шотнет. Остается в такой ситуации уповать, конечно, но взять может... Не, давай возьмем кнут, просто чтобы от ближайших отбиваться, хотя бы целимся в сундук. Прицелились, попали. Вот, чтобы отбиваться хотя бы от ближайших мобов, потому что у нас есть предметы на урон, куда-то вдаль, далеко, но ничего зонищего, да, как бы нету, не имеется в наличии. Поэтому нужно, наверное, возможно, стоило взять книжонку, Библию попытаться поискать. Почему стоило бы попытаться Библию? Потому что Библия это стакается с заклинателем, и она им эволюционирует. Во-первых. Во-вторых, она очень хорошо отзонивается всем противникам. Это что такое? Это зеленая смерть. Я такую поездом на молочном заводе переезжал. Не увидел. Ну, бывает. Эффекты продлеваем. Поехали. Так, пойдемте-ка поищем. Вот они, собственно, и они. Давайте немножко побродим, поищем. Очень хочется найти магнит в склянках. Тогда я получу резко очень много опыта. Возможно, собственно, до 20 уровня прокачаюсь. Не точно, конечно. Прям совсем не точно, но шансы есть. Мы будем в них верить. Топорики наши летают. Миллион топоров. Миллион бомбочек, рунтрасеры повсюду. Прям все, как я люблю. Давайте покачаем бомбу. Вроде как она прям хорошо работает. Вот в условиях, когда враги просто прут со всех сторон. Как? Бесконечно. У нас на карте сейчас 3 босса. Да? Как бы. Серебряная мышь, обычная мышь и зеленая смерть. Чума. Получается, что чума как бы на самом-то деле. Это вообще какая-то жесть. Мы как бы ни одну из них до сих пор не убили. Хотя бомбы вроде как неплохо взрываются. 60% на взрыв. Учитывая количество их. Ну, может не сейчас. Но то количество, которое мы будем выдавать. По идее. Ну, когда-нибудь будем выдавать. По идее, это более предпочтительно. Там с этим 60% шансом мы сможем такую грязюку просто вытворять. И вот я не понимаю. На ней, ну то есть, когда в нее попадают проджектайлы,
Не пишется цифры урона, вот как в случае с этим, но я точно знаю, что убить ее можно. Я ее, блин, поездом переезжал, вон она убежала. Рантрайтер, неплохо. Там 5% и что-то, и там 20% к размеру, да? А, скорости, окей. Что устроили? Ой, это вот эти вот вуп-вуп, я узнал это вуп-вуп. Это мерзкие эти, вот это вот взрывающаяся дрянь из библиотеки. Да, уходи, нет, спасибо, не надо. А вот он, собственно, 20 уровень достигнут, проджектайлы дополнительные получены. И уже наши вишневые бомбы прям хорошо все взрывают, я считаю. Может, конечно, не то, чтобы прям вот как хотелось бы. По-моему, у костей Матрачо урона явно побольше. Но у костей Матрачо нету такого бешеного АОЕ урона, как у вот этих вот штучек. Кстати, она не оставила просто Синчо, зеленая смерть, она просто сбежала. Ну, как бы и ладно. Не очень-то и обидно. Вот, я еще слышал, видел, читал, что у Рипера стартовое оружие это косы, то есть стартовое оружие Рипера это эволюционировавшие топоры, которые летят во все стороны, проходят сквозь все цели, наносят какое-то безумное количество урона, и это очень круто. Единственный момент, опять же, что, ну, как бы нельзя это дело прокачивать, да, насколько, давай размер на 100. Давайте возьмем пустой том. Просто потому, что он как бы не помешает. Чем чаще мы выплевываем все это дело, тем лучше. К слову, по ощущениям, FPS-то все равно подседает. Даже как бы на вот этой вот баг-фикс версии с пофикшенными багами очень хочется полечиться и постепенно двигаться куда-то. Куда? Вот опять же непонятно, потому что прут со всех сторон, прут нещадно, прут убили. Опять же скелеты, как на молочном заводе. Возможно, нужно как-то немножко полавировать, да. Стоило взять каких-то больше. Ну, стоило взять, поискать Библию попробовать вместо кнута. Ну да ладно. Да ладно. Собственно, мы что делаем? Мы открываем вот это вот. Я вообще не понял, каким образом он открывается. Потом я почитал, и там с каким-то шансом, когда вы подбираете листочек клевера, либо введите какой-то код, и я такой, что происходит? Опа, что я запустил? Я запустил зеленые акры, или я запустил классическую, ну вот, классические уровни? Непонятно. Так, ну давайте попробуем, собственно, кольцо молнии взять. И что я думаю? Я думаю, что мы ищем голубя. Пробуем сделать попуга. На вике написано, что нужно скрестить двух алупков и получить себе классного голубя. Ой, классного попугая, который там вообще там миллион урона, супер крутые ребята. Я вот, если честно, не знаю, а как они вообще будут работать. Их станет 3. Да, опять же вопрос. Их станет 3. Либо же... Давай, трейсер. Их станет 3, либо же их будет как бы 1, либо что. Либо что непонятно. Все это от слова совсем, но мы как бы тут, да. Так, пошли зомби. Ощущение такое, как будто я запустил первый уровень. А я же вроде не первый уровень запускал. Опять же, не точно. Информация не точная, уточняется. Но, по-моему, нет. Непонятно. Ну что, мобы просто все, ну вот, с первого уровня как бы. И там летучая мышь серебряная это прилетает. И выглядит он так же. Но проблема в том, что как бы да, в принципе,
выглядят они одинаково. Я знаю, как это проверить. Карта пустая. Все нормально. Все нормально. Мы снова, получается, в зеленых арках. Снова, получается, в испытании. Я не знаю, будет ли в этот раз какая-то награда, если в случае, если мы пройдем. Хочется чесночок взять. Чесночок? Не шотает. Ну, в любом случае, он хотя бы поможет нам ломать лампочки и будет повышать отталкивание. Смотри. Мы берем, получается, голубя. Голубя ищем. Ищем, берем голубя. Во-первых. Во-вторых. После того, как мы находим и берем голубя, мы находим этот. Слушай, как много ламп спавнится. А после того, как мы находим, берем голубя, я думаю, мы возьмем Библию и просто скажем спасибо. Я почитать пойду. Должно быть классно. Так хочется, вот вижу эту пачку и хочется просто вбежать в нее, но 50% больше хп и все, и уже чеснок их не ваншотает. Ну, в теории, конечно, если взять чеснок, допустим, 2-го уровня, то он должен их убивать одним ударом. Прошу прощения. Чуть-чуть приболел. Но как бы, да, как бы хочется позаписывать вам видос, поделиться с вами вот этим вот всем вот этим вот, что тут вот произошло за время, пока я за кадром ползал по молочному заводу, чтобы поднасобирать денежек. Поэтому не удержался. Приходится записывать больным. Получается, что больной. Так. Вот с этими нужно что-то делать. Во-первых. Во-вторых, хочется найти магнит. А находятся только деньги и курочка. Просто если я найду магнит, как-то вроде должно попроще стать. Опять же, не точно все это, но... Может, там уровень хотя бы поднимем. Какая-то еще один снаряд. Давайте, нужно урона побольше сейчас. Как бы у нас вроде что-то есть, но как-то мало. Очень мало урона. А нужно будет, когда придут вон те скелеты, там нужно будет делать прям много урона. Просто чтобы они не успевали стакаться и не окружали нас. Так как бы если планомерно потихоньку вырезать пачку, да, то ее можно вот так вот закруживать и просто ходить. С ней как бы горе не знать. Да. Базовый урон на 10. Давай возьмем сундук, посмотрим, что в нем. Кольцо. Кольцо неплохо. Кольцо очень даже хорошо. Зачем? Ты меня спросишь, зачем я его взял? А я не знаю. Мне оно понравилось. Собственно, пока я не помню, попадало ли это в кадр. Но я там взял, значит, кольцо. И оно мне показало такие цифры уронов, что я такой как бы чи. Потому что когда оно прокачано на максимум, оно, во-первых, бьет в гигантском просто каком-то неимоверно большом АОЕ, во-первых. А во-вторых, наносит какое-то гигантское, просто неимоверно большое количество урона. Голубь! Ля-ля-ля, что творят. Один по часовой, второй против часовой. Красотища-то какая! Слушай, мечта получается. Так, библиотечный голем этот, грязевой. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Не-не-не. Не надо нам этого. Вот этих всех приколов ваших. Собственно, стараемся искать курочку. Стараемся сделать так, чтобы нас не окружили. Стараемся их закружить. Верим в то, что дупликатор. А нужен ли? А нужен. Я думаю, что нужен. Потому что 2 рамтрассера, большее количество выстрелов у голубей. Что еще?
А, молний больше. Все это очень приятное дополнение, которое очень хотелось бы. Опустите к сундучку, пожалуйста. Пожалуйста, потому что жалко, что ли? Я, кстати, забыл посмотреть, какая у привидения, собственно... Ой-ой-ой, как хорошо. Как неожиданно и приятно. Какая у привидения пассивная способность изначально ему дается. Вот это я забыл глянуть, но я думаю, что... Ну, потом почитаем. Я думаю, что в любом случае это что-то приятное должно быть. Вот тут я между прокачкой голубя, потому что я не знаю, каким образом именно получаются эти попугаи. Нужно ли прокачать обоих голубей на максимум, или что вообще для этого нужно сделать. Знаю, что просто нужны голуби. И ляжет ли он в тот слот? Вот опять же вопрос. Стоит ли сейчас брать Библию? А давай возьмем Библию. Я не знаю, ну, в теории, если это та же, по сути, эволюция, да, как бы, то лучше уж Библию мы возьмем, которая сделает красиво. А ну-ка, пошли. Пошли устраивать месиво. Магнитосферу, конечно, хочется взять, но а зачем? Бычье сердце не уверен. Давай вот тут вот чуть постоим. Понаносим уронов. Сейчас закончится. Все закончилось, лафа. Вот. Понаносим, собственно, урона. Ой-ой-ой, мы убиваем ваншотом привидениях. Это прям отлично. Это прям хорошо. Это прям прекрасно. Так, надо начинать их, собственно, вот так вот делать с ними. Слушай, ну, неплохо. Огненная губка, я просто реально не знаю, что это за прикол, потому что она какая-то очень странный артефакт, выглядит просто как губка в красной обертке. Надо будет погуглить, что это вообще, как оно называется, но вот, будем называть это губка. Губка со спиртягой. Все, губка со спиртягой, собственно, очень хорошо бьет их, несмотря на вот этих там плюс 50% к урону, вот это вот. Буржуйские какие-то такие прикольчики. Приколямбусы. Так. Вышел еще один босс. Ну, давайте пытаться с ним разобраться. Нашей голубиной бомбардир. Слушай, они прям хорошо урон наносят. Они прям вдвоем прям наносят урон, я бы сказал. А это значит, что прям у них отличный урон. И теперь я хочу их как бы и докачать. Уменьшаем откаты на голубей. Ой, они прям вот эти отряды прям неплохо их просеивают, их ряды, да? Что как бы достойно в любом случае уважения. Почему как-то они очень плохо закручиваются, вот что я могу сказать, эти ребятки. Хочется их нормально так покружить, а они хотят. Ой-ой-ой, скелеты. Кажется, вот эти скелеты в любом случае придут. Как самое мерзкое, что в принципе может прийти. Что нас вообще эволюционирует из этого? Кольцо, по-моему, эволюционирует, но не знаю из чего. Библия точно эволюционирует из штуки, которая продлевает эффекты. Из бычьего сердца эволюционирует чеснок. То есть как бы, ну вот 2 слота мы условно оставляем, и 2 слота мы можем добрать. Хотелось бы туда, конечно, взять в эти 2 слота какой-нибудь канделябр. Ну и может быть шпинат, учитывая ситуацию в принципе, в которой мы оказались. Наверное, плюс 50% урона нам не помешают. Ну, типа, просто потому что если у этих ребят плюс 50% хп, мы возьмем 50% урона. И как бы компенсируем этот прикол. Ну, естественно, в среднем уровне прокачки, ну, да, я как бы заглядываю в будущее. Ой-ой-ой, еще один хороший сундук. Вообще прям сегодня хорошо падает. Вот. Поэтому
Поэтому я думаю, что шпинат это хорошее вложение. Хорошая инвестиция в будущее. Так, а какого уровня, собственно, голубь? Ладно, давайте нажмем здесь. Собственно, 5. Собственно, 7. А почему 7? Потому что 7, да. Последний это 8. А я что думал? А почему я думал, что последний 7? Я не знаю. Но ведь последний это 8, мы все это знаем. Так вот. Собственно, что? Слушай, их так много. И они такие неприятные. Вот эти зеленые очень неприятные. Они, во-первых, ультра быстрые какие-то. 8 уровень. Все, так, 8 уровень. Теперь вопрос. Опять же, нужно ли мне подбирать второго голубя 8 уровня? Нужен ли мне второй голубь тоже 8 уровня? Или... Как их много, слушай, просто ужас. Берем магнитосферу. Или мне теперь достаточно просто подобрать сундук, и они эволюционируют. Хочется взять каменную маску, но это очень жадно. Рунтрейсер давай возьмем. Давай еще один снаряд. Давай опять... Ну вот давай бычье сердце возьмем, да, на будущее. Мои абьюзивные отношения с чесноком не закончатся никогда, если это вопрос, которым вы сейчас задаетесь. Ну просто реально, объективно, это, во-первых, предмет с крутой эволюцией. Да, во-первых. Заклинатель, вообще хорошо. Во-первых, это предмет с крутой, очень крутой эволюцией. Во-вторых, это предмет для быстрого, качественного, хорошего старта. А вот, собственно, и размер. И меня, кажется, сейчас убьют. Я не нахожу курочку. Нужно было чуть медленнее перемещаться. Ну да и ладно. Мы-то, собственно, что? Мы-то сейчас-то мы просто сюда пришли. Хотя так хорошо все шло вроде бы. Ну, была не была. Что? По крайней мере, он везучий. Это типа все. У него, наверное, удача повышена. Да? 110%? Сколько? Ладно. Так, и из персонажей, которых мы с вами сегодня хотели посмотреть, но еще не посмотрели, локации посмотрели все, остается Кристина. И я что предлагаю? Ну и сразу идем сюда. У Кристины пассивно сразу +1 уровень. У нее есть пентаграмма. Для того, чтобы апнуть пентаграмму, а нам бы ее нужно сэволюционировать прям... Это прям идеальный, да, как бы вариант сэволюционировать пентаграмму. Нам нужна корона. Да. Что еще мы хотим получить здесь? Давайте возьмем чарующий жезл, потому что во время перезарядки пентаграммы нужно же как-то вот будет разбираться со всеми подряд. Да. Я, собственно, сделал ачивмент на эволюцию пентаграммы и понял, в чем ее вся соль. То есть, вообще она не просто как бы взяла и убила всех. Нет, это вообще не так работает. Это прям совсем по-другому и очень красиво. У нее есть шанс, да, как бы у обычной пентаграммы, что она оставит после себя лут, а не сотрет его. А вот ее нужно как можно быстрее прокачать. А вот у второй, которая эволюционировавшая пентаграмма, там какая-то Georgius Moon, грузинская луна получается. Вот у нее уже, во-первых, лут в принципе не пропадает, а при этом она генерирует дополнительные единицы, ну, дополнительные сферы. Как-то очень мало хп, по-моему, у Кристины. Плюс ко всему, помимо дополнительного уровня, у нее мало хп. Либо не знаю, либо, ну-ка. Да не, вроде столько же.
Значит, просто неудачно тронул. Может, в момент выстрела я наступил на нее. Поэтому такой урон. И вот и как теперь определить? Сейчас хочется, чтобы пентаграмма сработала, и при этом она как бы оставила лут, но лут не остался. Да, к нашему глубочайшему, собственно, сожалению, там, по-моему, у первой пентаграммы какие-то вообще мизерные шансы, типа там процентов 10 или 15. Потом можно прокачать до 25, и после там в процессе апов там до 40, вот оно, то, что я хотел. До 45, и потом до, по-моему, этого, до 60, да. Ну а дальше ты ее эволюционируешь, и там уже 100% весь лут остается, дополнительный лут приходит. Все прям хорошо. Но очень обидно, когда пентаграмма срабатывает в момент, когда ты убил босса. И она такая, типа, ты не получишь сундук, братец. Зато она потом тебе компенсирует все это дополнительным экспириенсом. И гораздо более быстрыми левелапами, чем в случае, если бы ты, ну, как бы просто так качался. То есть, теоретически, если ты очень быстро прокачаешь пентаграмму, то ты можешь как бы сделать вообще грязюку. А если пентаграмма еще и убьет гигапачку мобов и оставит мне при этом пустой том, возьмем, чтобы эволюционировать джезл потом, ну плюс понадобится в принципе. Если мы хотим эволюционировать пентаграмму, то там чем чаще она будет бить, тем лучше. Пустым томом она будет бить очень часто. Там, ну, буквально, не знаю, по ощущениям, секунд 30 кулдаун у нее. Ну, то есть он прям вообще очень маленький. Прям это очень хорошо ощущается. Вот. Вот хотелось бы, чтобы она лут оставила. Очень хочется, чтобы пентаграмма оставила лут с какой-нибудь гигантской пачки мобов. И я бы его получил. И мы бы быстрее прокачались. Потому что сейчас, пока что, она мне все ломает только. Собственно, не получилось. Не фартануло, пацан к успеху ушел. Так, окей. Привидение. Ну, конечно. Конечно. Давайте булить меня вместе. Так, нужно держаться сейчас рядом с большой пачкой. Почему? Потому что скоро, по идее, сработает пентаграмма. И если бы она сработала хорошо для нас, то она бы оставила после себя много опыта. Но кто ж знал, опять же, так, убираем мышку. Мышка зачем в кадр зашла? Да, кто знал. Очень медленно течет, прям опыт, прям вообще, я просто не могу. Какой-то очень слабый у нее старт. Зато у нее очень сильный лейт. Да? У нее очень слабый early game, так называемая начальная игра, зато очень сильная поздняя игра. К слову, вот я сейчас задумался. Надеюсь, что тут не так же, как в этом, как в бонусном уровне, через 15 минут придет смерть и скажет всем: все, умираем. Так, хорошо, кстати, что вот этой пентаграммой не накрыла БК, потому что очень сильно угнетает, когда она убивает босса и с него ничего не падает. Потому что как бы ты же такой, блин, ну босс. Хочется, чтобы с босса что упало. Сундучочек. Прям дизмораль жутко. Из этого начинаешь очень много ошибаться. Теперь и так много и часто тут ошибаюсь. А нам, представьте, в 2 раза больше, если не в 3. Что в 2 это прям я утрирую. Так, скоро, по идее, должна еще раз работать пентаграмма. Я думаю, что я хочу больше опыта получать. Что, опять же, я говорю, если бы, да кабы. У меня такое ощущение, что, ну, типа, нужно рестартить, потому что
пентаграмма прям усердно не хочет, чтобы я что-либо получал. У меня 6 уровень на 6 минуте. Уровень в минуту, я считаю, это, конечно, игра профи, но... Чего? Чего, блин? Хочется-то, как бы, каких-нибудь нормальных штук понаполучать здесь. Хочется прокачать эту пентаграмму. Кстати, очень быстрый персонаж. Сколько скорости? Плюс 40% изначально. Прям хорошо. О, прям очень быстро. Я бы вот прям этим, кем мы там были, призрак, по ощущениям, вообще не такой же быстрый, как... О, господи. Не везет, не везет. Ну, что ж делать? Что ж делать-то? Ну, не везет, да, ну, бывает. Давай, уходи отсюда. Так сказать, ну, не везет, но бывает. Ну, повезет, я же надеюсь. Я верю. Ой-ой-ой. Верю, надеюсь, люблю. Получается, что вера, надежда и любовь сразу. Так. Хочется курочку полутать. Если до этого хотелось полутать денежек, потому что как-то я осознаю несостоятельность этого трая. Просто потому что, блин, ну типа, слишком много экспы потеряно. Слишком много экспы мы оставили, просто вот как бы, да, в труху пустили. Опять? Не, ну это типа реально это поражение. Все, ну то есть тут нет смысла играть дальше. Нет смысла, да, в таком случае. А тем временем... Ой-ой-ой, времени-то уже час прошел. 2500 денег, ничего мы не можем улучшить. Ничего. Но я думаю, что мы будем прокачивать как бы регенерацию за 3200, скорее всего. А потом за 3600 брать прирост опыта на 3%. Но это будет потом. Это будет не сейчас, а потом. А мы на сегодня заканчиваем. С вами был Гример. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вы не подписаны. Если не поставили лайк, конечно же поставите. Можете поставить дизлайк, если видео вам не понравилось. Да. Ну как бы, у вас все честно. Во-первых. Во-вторых, комментируйте видео, спускайтесь в описание, там куча ссылочек, по которым можно перейти, подписаться, там ссылки на паблик ВК, на меня в Инстаграме, можете посмотреть, какой я урод. Вот, и вот это вот все. А с вами был Гример. До скорых встреч в следующих сериях.